Друзья, все вы, наверное, знаете, откуда берутся дети. Чьи-то дети появляются из капусты, а чьи-то прилетают на личном самолете. Так вот, у нас сегодня в гостях тот самый белый самолет. Встречайте главного доставщика ценных посылок – белого аиста, крупную болотную птицу из семейства аистовых. Белый аист – птица, которую на протяжении веков окружали любовь, почтение и легенды. Ее считают вестником счастья и символом семьи. Детям традиционно рассказывали, что именно аисты приносят младенцев в своих клювах. Но за сказками стоят и другие, порой пугающие истории, рожденные из наблюдений за этой необычной птицей. Так в народе говорили: разрушишь гнездо аиста, жди беды. В некоторых регионах верили, что птица может отомстить. И как ни странно, подобное действительно случалось. Аисты иногда приносят в гнездо тлеющие ветки с костров, случайно вызывая возгорание. Сказка о том, что аисты приносят детей, возникла в Северной Европе. Причин много. Аисты возвращаются весной, когда рождаются младенцы, и часто селятся рядом с домами, особенно на крышах. Совпадение? Люди решили, что нет. Но самое главное для белых аистов – это не наши с вами детки, а дом. Дома они строят знатные и живут там годами, а потом передают надстроенные многоэтажные хоромы по наследству своим детям. Например, самое старое гнездо, по свидетельствам очевидцев, служило одной семье белых аистов на протяжении 4 веков. Каждый год пернатый нянь ремонтирует старое и достраивает новое гнездо, и в итоге получается целый многокомнатный дворец, который весит до 300 килограммов. Воробьи, синицы, скворцы и другие мелкие прихлебатели своевольно занимаются самозахватом и селятся внутри громадного гнезда. Итак, дворец есть. Что же с детками? Думаете, как обычно мужчина устроит бои без правил? В этот раз не угадали. Девушки сами устраивают шоу своим ухажерам. Победительница таких гимнастических выкрутасов получит настоящий дворец и отца для своих детей. Кстати, аисты не такие уж белые и пушистые. Они иногда выбрасывают своих птенцов из гнезда. По статистике, каждая семья выбрасывает до 40% своего выводка за борт. Зачем? Во-первых, аисты выкидывают больных, а во-вторых, это может быть связано с нехваткой кормовой базы. Но это не точно. В общем, дети у главных курьеров, тех же детей, растут в спартанских условиях. Тем не менее, аисты заботливые и самоотверженные родители. Насиживают яйца поочередно. Самка днем, самец ночью. А когда появляются птенцы, оба родителя трудятся, не покладая крыльев. Приносят воду в клюве, кормят, защищают от жары, расправляя над ними крылья, словно шатер. Птенцы вечно голодные, требуют пищи постоянно, и взрослые птицы сменяют друг друга у гнезда, чтобы никто не остался без присмотра. Интересно, что кормят малышей особым образом. Не запихивают пищу в клюв, а вываливают ее прямо перед птенцами. Выбирай и ешь. Со временем рацион расширяется, и оба родителя улетают к лугам и болотам за более сытной добычей. Примерно через 55 дней птенцы впервые покидают гнездо, но еще некоторое время взрослые продолжают их кормить и обучать. Потом молодежь отправляется в самостоятельную жизнь. В Африке на местах зимовок молодые аисты могут оставаться на год, а старшие почти всегда возвращаются к родному гнезду, если оно еще цело. В питании аист всеяден. Ест моллюсков, рыб, лягушек, грызунов, ящериц, насекомых. Особенно любит саранчу, за что в Африке получил прозвище «саранчевая птица». Белые аисты почти не издают звуков, но обладают богатой звуковой палитрой. Клювом. Постукивая его половинками, они трещат, общаются, отпугивают чужаков. Даже птенцы с первых дней учатся разговаривать клювами. Правда, язык этот понятен только своему виду. Взрослый белый аист весит до 4 килограммов, а размах его крыльев превышает 1,5 метра. Он гнездится в Европе, Приамуре, странах Азии и Африки. Его родственник черный аист, меньших размеров, живет в лесах и занесен в Красную книгу. Каждый год белые аисты совершают невероятные перелеты между Европой и Африкой, преодолевая огромные расстояния. Они точно запоминают маршрут и возвращаются гнездиться в то же гнездо, иногда спустя годы. Во время миграции они почти не машут крыльями. Белые аисты предпочитают планировать, поднимаясь на высоту с помощью теплых восходящих потоков воздуха.
термиков. Именно поэтому они избегают морей, над ними нет их. Профессор Гепнер отмечал необычную летную манеру аистов. Они редко машут крыльями, любят парить, вытянув шею и ноги. Недавние исследования показали, что они умеют спать в полете. Датчики зафиксировали замедление пульса и дыхания во время планирования. При этом слух у спящих птиц обостряется. Они ориентируются по звукам соседей, чтобы сохранить строй и направление. Всего в мире насчитывается 17 видов аистов. Среди них аисты розини, у которых клюв все время приоткрыт, идеально подходящий для ловли улиток. И знаменитый марабу, важная и почти лысая птица, похожая на старого джентльмена. Именно ее чучело вдохновило юного Альфреда Брема на изучение мира животных. Кстати, про марабу у нас есть отдельное видео. Аисты – это живые символы природы, ее мудрости, строгости и великой заботе о жизни. Они одни из немногих крупных птиц, которые предпочитают гнездиться вблизи человеческих поселений. Он спокойно селится на крышах, столбах и колокольнях. Считается, что соседство с аистом приносит удачу. А вы верите в такие приметы? Пишите в комментариях. Для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие канала, может перейти на платформы Boosty и Patreon по ссылкам в описании. Там видео будет появляться раньше и без рекламы, а возможно и видео, которых не будет на платформе YouTube. Надеемся, что вы цените наш труд. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какое бы животное вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!